Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и с вами, как всегда, Вадим. Вы у меня в огороде сейчас, я вам показываю свои томаты. Как видите, они у меня ничем не болеют, прекрасный зеленый цвет, и они сейчас уже начинают хорошо плодоносить. А вот сейчас я вам показываю яблоню. Как видите, она у меня живая, все прекрасно с ней. Просто у меня недавно спрашивала подписчица одна, как видите, яблоня все в порядке. Итак, давайте сегодня коснемся темы, почему трескаются томаты. Разведение помидоров – дело непростое. Немало сил нужно приложить, чтобы летом полакомиться этими вкусными овощами. Проблемы могут подстерегать на любом этапе выращивания томатов. Помидор тот еще капризуля, то ему не нравится, это ему не подходит. От одного у него зависть опадает, от другого листья скручиваются, от третьего пятна появляются. Но даже если всех этих болезней и напасти удалось избежать, и все ваши помидоры как один здоровые красавцы, не спешите облегченно вздыхать. У здоровых созревающих помидоров тоже бывают проблемы. Одна из самых частых – растрескивание плодов. Почему же так происходит, что при созревании помидоры трескаются? Причин может быть несколько, рассмотрим самые распространенные. Первая причина – неправильный полив. Неправильный полив чаще других становится виной тому, что на кусте трескаются томаты. Что вы делаете, когда испытываете сильную жажду? Правильно, пьете. И не просто поглощаете воду, а пьете много и жадно. Также поступают и томаты. Когда земля сухая и вы ее поливаете, томаты начинают впитывать эту живительную влагу с большой скоростью. Кожица просто не может растянуться так быстро, и поэтому от избытка жидкости лопается. Особенно это актуально для обитателей теплиц, где из-за высоких температур почва после полива высыхает очень быстро. Вторая причина – неподходящий микроклимат. Если вы выращиваете помидоры в теплице, то причиной растрескивания помидоров могут стать также неправильные условия выращивания. Для нормального развития томатов дневная температура воздуха должна быть 22-25 градусов. Если же дни стоят жаркие, то внутри теплицы может быть и 40, и даже 50 градусов. В таких экстремальных условиях рост плодов прекращается, а их кожица становится более плотной. Когда томат снова начинает расти, затвердевшая кожица лопается и образуется трещина. Значительное колебание температуры в дневное и ночное время также способствует появлению трещин на томатах. Третья причина – неправильные подкормки. Наверное, не стоит объяснять, что томаты нуждаются в удобрениях так же сильно, как и во влаге. Но неправильные подкормки могут принести развивающемуся плоду не пользу, а вред. И помидоры на кустах начнут трескаться. Как же правильно подкармливать томаты? Томаты в период роста нуждаются в подкормках дважды в месяц. Внесение удобрений нужно совмещать с поливом. На этапе формирования плодов наибольшую потребность помидоры испытывают в калии. Фосфор и азот в это время можно уже исключить. Внимательно следите за концентрацией вносимых препаратов азота, фосфора и калия. Если вы подкормили томаты концентрированным, а не разбавленным водой удобрением, плоды могут потрескаться. В теплице концентрация должна быть еще ниже, чем в открытом грунте, потому что из-за высокой влажности полезные вещества поглощаются быстрее, и растение просто не успевает их освоить. Не забывайте о микроэлементах, которые томатам особенно необходимы в период созревания плодов. На их недостаток могут указать, например, пожелтевшие либо скрученные листья у растений. Четвертая причина – чрезмерное поцинкование и удаление листьев. Когда на томатных кустах уже сформировалось достаточное количество плодов, многие дачники прищипывают верхушки кустов и удаляют лишние боковые побеги. Таким образом, они стараются пустить все силы куста на созревание плодов. Но у этой медали есть и обратная сторона. Лишившись большей части зеленой массы, куст всю влагу, которая направлялась к листьям, отдает плодам. При ее избытке на помидорах могут появляться трещины. Вот я вам рассказал основные причины, почему трескаются помидоры. В течение видео я показывал вам свои помидоры, которые уже у меня на кустах.
Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.